Вот. Так мы каждое утро встаем. Мы берем лопату, мы берем мешок. Отделяем, значит, какашечки от писюшечек. Какашечки потом продаются, а писюшечки просто отдаются даром. Ну это, как это сказать? Как это сказать, литературу, Таня? Литературным языком выражаясь, как это можно все назвать? Назвать обычно жизнь человека. Да? А ты что делаешь? А где его сестра? У меня глаза больше, у него маленькие. У меня нос поменьше, у него побольше. Орлиный. У него кавказские корни. У вас разные, что ли, корни? У него проявились больше, чем у меня. У него ярче. А в плане характера и поведения, поступков? Оказывается, что много общего. Нет, в поступках нет. Разные все-таки. А вот, ну, многие говорят, кто с ним много общается здесь, они говорят, что у нас разные, ну, слова похожи и всякие шутки похожи. И иногда даже интонации похожи. Вот так вот. А что вас отличает? Отличает? Пол. Не знаю, но мы вообще-то очень мало общались всегда. Поэтому-то я и не знаю. Но в школе-то общались так относительно. А потом мало общались. По разным причинам. Просто Таня, ну что тут? Таня, не надо. Ну что это значит, Таня? Ну туда вот это трогай. Что ты трогаешь? Разница между Никитой и другими детьми так не скажешь в двух словах. Все друг от друга сильно отличаются, Никита не исключение. И сравнить тоже нельзя. Ни один не похож на другого ничем, так что я даже не знаю. Вообще у них есть общее, это все проблемные. А вот это еще разложи, пожалуйста, тоже по всем тарелкам, ладно? Ага. Если горячее, можно вот это вот. Можно просто так поставить. Это будет молодым. Вот таким вот, с такой особой зависимостью оказался только один Никита. Я знаю такие случаи, где в семье 3 ребенка и все трое вот с одной и той же зависимостью. Вот так вот случилось, что зависим у нас один Никита. Причем, ну, нельзя говорить там кто-то любимый или действительно не так. Но Никита, он был какой-то всегда более положительный. С ним как-то всегда было легко и весело, и ну, он как-то всегда проявлял остроумие. Не только не просто ум-то вроде все дети проявляют, но у него было такое особое остроумие. Вот. Всегда казалось, что все проблемные, но вот Никита, он наименее проблемный, вот что интересно. Сейчас я вспомнила просто вот общение в плане бытовых вещей, там всегда он все готов был там помочь, все сделать, что нужно. Даже старшие
его братья прозвали его за это негром, потому что вот вся там работа, например, от которой они отказывались, вот всю ее выполнял Никита с удовольствием. Да, ну это по-другому не должно быть. Потому что это должно как очищение идет. Это очень хорошо. Мы же все очистим. А что это? Плакатики. Ну, в общем, мы решили пожениться, потому что это Божье благословение, это наша судьба, это наш путь, и это наше обоюдное желание. А как вы поняли, что это ваша судьба? Ну, это тайна. Это тайна, но это волшебная тайна. Здесь не обошлось без чудес. Потому что это настоящее чудо. И я точно не догадалась. Какие-то было подозрения. Вот. И знаешь, что прикрою, я посмотрю отсюда. Нормально, повыше. Повыше? Совсем вот так? Не, ну не совсем, сантиметров 5 сверху. Красавец. Да? Сказали мне поясочек там. Вот какой большой поясочек. Как надо специально замотаться, что ли? Да, ну, я его и завязывать-то не умею. Так, как надо. По-любому сейчас кто-нибудь перевяжет все равно. Понимаешь, это такая цена, которая вообще... Это тоже 3 дня матушки делали. Тань, ну надо же, вот, что ты его начала шить, сарафан, еще не будучи невестой даже. Я Да? даже не замуж не собиралась. Я Не просто собиралась, она выбрала просто себе шила сарафан, красный сарафан, а он потом, когда свадебный. мы решили, что, ну, как На бы, Руси мы поняли, что красный будем свадебный был жениться, красный я решила, я хочу выходить замуж в сарафане. И начала искать свадебный, и нашла тот сарафан, по которому я шила, вот это. Он ведь еще, видите, подкрой какой у него, широкий. Сарафан-то не простой, он может просто быть, а вот такой шили, это праздничный, да, Тань, были А сарафаны? ты мне потом отдашь его? Нет, пожалуйста. Цивильненько. Вот он, Никич. Так, это надо Сеню, чтобы одел. Куда он делся? Ну красавчик, ну красавчик. Найди Сеню, а? Вот ему дай, пусть одевает. Маманик, ты тогда одевай. Давай. А ты как будешь, не покупать, не параде? Есть там одежда. А давай какой-то. Нет, это мужская, мужская. Да? Так, а если есть, уже надо надевать. Что, так, да? Это тоже подставная невеста? Да. Да ты чё? А давай другую оденем тебе. Вот это? Маленькая. Маленькая, да удаленькая. Маленькая. Давай, Невеста. поди сюда, я тебе делаю. Жених-то не выберет такую маленькую. А это что выберет? Ты еще не выросла. 2 метра. Это уже что выберет? Слушай, Снимай, ну, пока она есть красная будет. возможность. Белая? Я вот на такой Это версии. Витя, Как паранджа. а тебе зелененькую Вот это ленточку, как ты паранджа. ее будешь... Смотрите, какая загадка. Если, например, он потянет ту ленточку, за которую я держусь, то я
ее передам тебе, и ты выйдешь. Ну, короче, чтобы шутка все-таки удалась, понятно? Потому что будет грустно, если никто не видит тебя с бородой в фотке. Вот. Сеня, ну тебя еле вырубили. Я там занят. Причем ты занят, Проехал? И что? Давай бегу, уже не иди, а беги. Уже бегом надо идти. Беги скорее домой. Да, пока здесь. Беги и надевай парадную одежду. Какую-нибудь парадную. Как бы я Сонька была там. царицей, говорит одна девица. Сонька, заходи. Ой, пора. Ты запивай давай, они болтают. Во, давай его выпьем, отдадим. Отдадим ее. Нет, он веселее, это веселее. Встречайте! Аплодисменты! Молодец. Да ты поскромнее будешь. А то без невесты останешься. Нам пожаловали с чем? В гости или насовсем? Я это жениться. Открывай! Давай открывай! Никита! Никита, открывай дверь. Борис, Никита! Ох! А ключ не то. Ошибся, дорогой! Ключ от двери закрывай! Тебе надо ключ не серчать. Другой стаканчик убирай. У него живот большой. Слушай, он тренировался у нас. За тебя. Так, отлично. Давай. Еще, Никита. Хорошо. Я говорю, не глотай. Вот он. Давай. Ура! Как человеку построить новую жизнь? Ну, не знаю, начни с себя. Кто богаче всего на свете? Как? Кто богаче всего на свете? Кто богаче стал? Да. Я. Земля. Кто придумал? Новая жизнь, она вообще не от людей. Ну, мое такое мнение. Следующий. Стоп. Дальше не пускаем. Вот тебе коробочка со сладким. Не ведись, Никита. Сладенько. Чтобы в жизни было гладко, выбирай конфету ту, что мила моему пушку. То есть сестре моей. Любимую конфету. Любимая. Ну давай, думай, тут тебе так долго думать. Ура! Это пчелка. Она любит пчелку. Ты знал. Правильно, ладно. Конечно, наугад знал. Поехали по длине! Расступитесь немножко, последняя ленточка. Последняя ленточка, что ж, расступитесь, пожалуйста. Вот она, невестка, молодец! Вези невестку по длине! От человека зависит отдаться Богу, отдаться воле Божию. Только как бы в этом смысле начать с себя. Когда внутри ты как бы Бога впускаешь в себя, в свою жизнь, и начинаешь как-то себя менять, вот, то новая жизнь начинается. Сначала она начинается в тебе, а потом уже она начинается вокруг. Здравствуйте, поздравляю, ура! Спасибо.
Ну ты сядешь так? Это мой папа, это Екатерина, мама. Дорога, дети кровати, ой. Еще по дороге пойдем. Пойдемте, да. Сейчас мы назвали. Нужны ли послушникам каникулы? Не нужны. Не от чего отдыхать. Когда ты пришел работать Господу, то ты не понимаешь, что такое каникулы. Каникулы — это значит, подожди, Господи, я сейчас уйду от тебя, займусь чем-нибудь другим, а потом снова приду тебе работать. Так не бывает. Это как с любимым. Сегодня я тебя люблю, а завтра не люблю. А завтра я от тебя отдыхаю. Так не бывает. Или ты все сердце отдал. Благословен Бог наш, всегда ныне присно и во веки веков. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть побрал, Иисус человек живот даровал. Христос воскресе из мертвых. Направляя на всякое дело благое, яко милостивый человека любит Бог Иси, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Обручается раб Божий Никита, рабе Божией Татьяне, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Обручается раба Божия Татьяна, рабу Божию, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Раститесь и множитесь, и обладайте землею, и обою ее единую показавай сопряжением. Всего ради оставит человек отца своего и матери, и прилепится жене своей, и будет два в плоти едину, и я же Бог спряжет, человек да не разлучает, и же раба твоего Авраама благословил и разверзли мужества Савина, и отца множество языков сотворили. Сотвори я единому венчания в плоти едину, даруй плоть чрева благочания восприятия. Яко твоя державность, и царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
Венчается раба Божия Татьяна, раба Божьему Никиту во имя Отца и Сына. А куда с ним благословение во век века вознеси. И ведет вас по жизни Господь благодатью Духа Святого. Поэтому эти пироги, как символ Духа Святого. Догони меня, Самсон! Кто такой Никита Маркус? Никита Маркус – человек Божий, очень добрый, хороший человек, который, думаю, нелегко, как каждый человек, искал свой жизненный путь. И найти его всегда очень трудно. Это как в сказке: иди туда, не знаю куда, и найди то, не знаю что. Никит прожив многие какие-то жизненные испытания, ходив по многим путям, все-таки этот путь обретает. И я надеюсь до конца понять, кто он такой по Божьему замыслу, можно будет понять только через многие годы, даже после, может быть, уже неземной жизни. Ну а сейчас я думаю, что это человек, который, найдя, почувствовав этот Божий путь, Божий промысел, имеет мужество встать на него. А путь нелегкий. Вот, наверное, самое такое первое впечатление о Никите Маркусе. Поединок этот будет равный. Ты куда? Смелей сюда иди. Что, довольно или еще хотите? Кто еще синяк не получил? Так-то, чтобы вы не приставали, как котят, всех нас он проучил. Дорогой Никита, дорогая Танюша, от всей души поздравляем вас. Мне Никита помогает аж с утра до вечера. Мы с ребятами не знали и не верили себе, что Никита наш играет на гитаре. Пам-пам, пам-пам-пам-пам, Это изображены муж с женой, сделала сестра Агнюши. Да нет, что ты нас обманываешь? То есть сестра Это Никиты. же 11 век, мы же видим. Сойдут снега, но точно знаю, моя родная, что мы поженимся, когда мы будем здесь с тобой, Танюша,
ты всегда ребят, и мальчишек, и девчат, Машеньку и Мишеньку, Грушеньку и Гришеньку, и Алену, и Илью, дружную свою семью, и Алену, и Илью, дружную свою семью. Все ваши пожелания, поняли, Поставили в огороде, девица гуляла, у нерусая касались. О, пошел, давай. Оп, так. О, пошел. Вот где-то. Он гна. Да, хорошо. Хороводик. О, да. Так. О, ничего, хорошо. Работа, да. Он какая игра, да? Так и все. Вот. Это-то. Вот они наши персонажи. Надо так крыть все, да? Надо крыть, там не дуя, там тепло, потом никто не видит, да? Майка ноги. Смотри, сейчас. Пифагор, это 3 же ребенка. Гришка. 3 полтора года не учишь. Данька, не бей. Миша, держи! Все, Витя, подожди. Держи, голову ему заворачивай и все. Ты чувствуешь, голову ему просто в другую сторону заворачиваешь? Давай ему отдадим яблоко, хочешь? Нет, не хочу. Изменился ли Никита за время, проведенное в обители? И внешне изменился, и внутренне, наверное. Ну, точно, конечно, не знаю. Это надо спрашивать, там, например, у мамы или у батюшек. Они уж точно видят. Ну, по-моему, да. По-моему, это... Просто скажи результат на лицо, что ты чешешь-то? Конечно же, вон она. Вот результат на лицо. Изменился. Поправился. Подобрел. Женился. Умнел. Да? Повлияла ли обитель на Никиту, а Никита на обитель? Никита, он стал наполняться обителью. Вот я как его увидел сначала, это был просто худой бледный человек, который полностью, ну, не знаю, я его сейчас другим вижу совершенно. Он сейчас он просто стал человеком благодаря обители. Понимаете? И тут сказать, что он как-то повлиял на обитель, тут нет. Обитель на него повлияла. И она дала ему жизнь, что ли. Вот это вот. Я вижу его человеком. Даже мама, когда вот приехала через какое-то время к нему, и она говорит: а где Никита? А где он? То есть она его даже не узнала. Вот. Так что тут обитель влияет на каждого человека, кто в нее приходит. Дружище, видишь, он стал. Дружище, коняк.
Коняка. Ну иди поздоровайся. Ну, изменилась ли обитель? Она, наверное, какая есть, такая она и есть. И каждый, кто сюда приходит, он вносит свою частичку в нее, в обитель. Вот. И, конечно, она вырастает, крепнет и умножается. Вот. Что это такое, батюшка? Что это такое, а? Все хочет заснять, представляешь? Давай. А вот в туалет я пойду, он тоже хочет снимать, представляешь? Работай. Работай. Как ты работаешь? Как ты Как работаешь? сцену. Машину возит, сцену возит. Это машина работает так. Кто А знает? лошадь как работает? Лошадь? Пахать. Пахать-то возит, мешки возит. Мешки работает. А ты как работаешь? Нет, с кем поработать. Ну или санки возили. Да, я вот зимой рассказывал. А на санках кто сидит? Кто сидит, валидатор возит. Вот Кита воду катал, ездил. А Никита как работает? А, ну, работал. Хорошо? Да. Никита, Да, зимами. Никита молодец. Да, есть здесь. Он все хорошо. Он знает. Никита умный. Умный. Серега. Хань-хонь. Хэнды хоп. Хэнды хоп. Руки вверх. Как дела, Серега? А? Давай себе работа. Работа, Вася, Мы с Серегой раньше вместе убирали это у свиней здесь. Зимою, да? Зимою с тобой убирали. Да. Серега. С Серегой мы вместе убирали у свиней, да? Да. Серега друг. Друг. Да? Друг. Естественно, вам друг, он работает бабушкам, пизам, Бабушкам помогает. там работа, играй. Что? Давай, Что такое работа? Работа, концерты, корова, Кося. Кося на работа. Мать. Кося. Кося. А работа что такое? Кося на работа, не мне, не рыбана, да? Рыбана бы учаться. Есть хорошая рыбана. Кормить надо. Папа тоже когда-то Что такое работа? Очень сложный вопрос. Ой. Это очень сложно определить в самом деле. Ну, это противоположность отдыха. Но для кого работа это, допустим, шить, да, это работа, а для кого это удовольствие. Для кого это работа с коровой, а для кого это удовольствие. Это то, что требует усилий, может быть, спроси у кого-нибудь другого. Я просто не знаю, что сказать. Сразу мешок.
Вот, видишь, молитва отца Виктора. Отца Виктора молитва. Сейчас тридцатник дарит, да? Нет, сила молитвы. Слушай, или потом я повезу, когда туда и возить. Нет, ты увози сразу. А вот эти мешки повезем и туда же? Да, просто сейчас надо убрать все. А что я с одним мешком поеду? Я так еще могу взять. Бери, Никит, сколько хочешь. Корову. Корове надо идти, понимаешь? Корова ждет и... Опа. Свиньи перекрыли нам дорогу, понимаешь? Будем ждать. А, подожди, рыжую. Да? Рыжую сейчас будут выпускать. А, вот она печь. Животные. В чем смысл жизни? В чем смысл жизни? О, птицу, птицу, смотри. Да нету его. Вон птицу, смотри, Я думаю, нет смысла жизни. Смысл жизни... Нету его смысла жизни. Такой вопрос коварный вообще. Лошадей, мы слышим приближающихся топотопы, и мы идем вдоль высокой травы и чувствуем вкус обивистой жизни. Мы видим пробегающих мимо лошадей, мы слышим приближающихся топотопы, и мы идем вдоль высокой травы и чувствуем вкус обивистой жизни. Они жги орехи. Все, даю орехи. А у меня нет орехов, угонись. Анис, дай ему орешков, а то он меня забодает. Ну смотри, что он прет прям. Никит, ну ты же главный.